Только за последние 4 ролика в его видео я упомянут постоянно в кривом контексте. Даже если я там не нужен, ролик не обо мне, он все равно вставляет самым первым кадром, самой первой сценой кадр про чувака, какого-то отбитого фаната, который дикие вещи про меня говорит. Да, у меня есть отбитые фанаты, как у кого угодно, у кого есть миллион. Вероятность, Николай Соболев, вероятность. Ты знаешь, у меня даже есть фанатка. Это не она. У меня даже есть фанатка. Да, Коля, ты не поверишь, та самая фанатка, которая со своим парнем зверски убила ножом отца. И чего? Я теперь призываю людей к убийству или что? Да, я могу войти в твое положение. Я написал песню, снял клип про тебя на 12 миллионов просмотров. Ездил со стендапом по 20 городам, где эта песня была, где люди скандировали ее. Но, блин, Коля, я сделал это один раз. Это был единичный вброс. Ты же постоянно что-то делаешь, что-то едкое. Это как... Ты как моська из басни «Слон и моська». Ну, зачем? Это жалко. Чел, ты до сих пор с усердием одержимого докапываешься до любых моих телодвижений. Причем в очень странном контексте ты это делаешь. Ты доебался, извиняюсь, даже до фотографий, где я стою рядом с вечным огнем и, да, грею руки. Вау, греют руки. Да там полстраны. Половина всех туристов греет руки у вечного огня. В этом нет ничего. Я просто выбирал ракурс для фотографии с минимальным источником света и работал со светописью. Вот, у меня еще есть эти фотографии, я их выкладываю для тебя специально. Раз, два, три, вот они. Да, я делал это просто так, чувак. Там не было оскорбления твоего дохлого прапрадеда, который в фашистской форме. А ролик про золотую кнопку — это просто желание привлечь внимание к важным, как мне кажется, принципам жизни творцов, а не желание убивать школьников массово. Я не формирую секту Джонстаун. Приятель, одумайся, Коля, хватит делать. И так дальше. И так дальше ко всем моим проявлениям, моим акциям. Ну, успокойся уже ты, миленький Колька. Хватит высасывать из пальца порицания. Тебе уже никто не верит. Люди не отписываются от меня, от всех твоих вбросов, которые за последний месяц происходили. Скорее наоборот. Ты помнишь, что должно происходить после нормального разгрома злой критики? Да, люди должны уходить. Таких примеров уйма, и ты о них знаешь. И все равно, как та самая моська, ты берешь и желчь свою изливаешь на меня. Коль, ну хватит. Люди ставят дизлайки паблику «Жизнь YouTube», потому что неинтересно им смотреть на одни и те же желчные извержения Коли Соболева на одних и тех же людей. Очень зашоренный паблик и видеожурнал. Я сам паблик особенно не смотрю, просто мне администратор «Жизнь YouTube» часто скидывает какие-то статьи, новости или темы, чтобы я прокомментировал, дал свое мнение или просто поучаствовал в чем-нибудь вроде как «Неделя с видеоблогером», где я постоянно комментировал. Мне это было интересно, но все скатывается в такую желтизну, что пиздец. Ютубер, паблик их выигрывает. И по просмотрам, хотя там нет чувака с огромным бэкграундом и 2-миллионным каналом, и по материалам статей они выходят чаще, они профессиональнее, и паблик, естественно, тоже их обогнал, хотя, казалось бы, Николай Соболев продолжает оставаться Колей хейтером, и я абсолютно уверен, что вот если бы я не сказал эти слова, не выпустил этот ролик, то в «Жизнь YouTube» следующем вышел бы абсолютный разгром по поводу того, что Дмитрий Ларин смешал книгу Ричарда Докинса и «Святую воду», несмотря на то, что ролик, блядь, комедийно позиционируется, и, во-вторых, РПЦ ни разу не выставлено там в кривом контексте. Более того, я даже милостыню, блядь, попрошайке у храма дал, но ему плевать. Ты, Колька, пытаешься примерить на себя образ, который тебе не по размеру. Образ критика, аналитика, комика. Человек, который своими усилиями собрал 2 миллиона подписчиков. Это прямая цитата из своей книги. Кстати, книги очень странные. Там авторство 3 людей, но на обложке почему-то только твоя. Одна большая смазливая морда. Остальные, что менее смазливые, или может быть им стыдно за написание, стыдно за эту макулатуру. В этой книге ты позиционируешь себя как всезнающего мастера, который в курсе того, как работает весь YouTube и как работают человеческие интересы просмотров, что им важно. Если это так, то какого черта паблик «Жизнь YouTube» и видеоверсия «Жизнь YouTube» этот канал, который ты узурпировал себе почему-то, у тебя почему-то нет своего канала. Почему они отсасывают у ютубера, у ресурсов паблика, опять-таки, канала, которые сделаны обычными журналистами, обычными людьми без бэкграунда, не пранкером с 2 миллионами подписчиков, а вот обычными этими людьми. Кстати, про книгу я скоро сделаю Let's Read. Я буду читать самые
выдающиеся главы и посмотрим, насколько она объективна. Коля, ты просто снимаешь пранки, зачем тебе вот это все? Пранки это безумно просто. Согласись, чувак, тебе просто повезло в то время, когда ты пришел на YouTube со своим приятелем Гурамом, к которому, кстати, я гораздо лучше отношусь, потому что у него есть hero контент. То есть он делает что-то отстраненное от всего этого говна, в котором копаешься ты. У него есть свой канал, который имеет миллионники. Он делает миллионники сам, своими сценарными решениями, ты же нет. Так вот, с пранками вам просто повезло, ровно так же, как повезло Нефедову с обзорами школьников, как повезло Быстрому старту и Саспенсу со всякими топами, абсолютно безликие люди, неинтересные, необъективные, блядь. Конечно же, Агния Огонек, которая делает охуительное шоу про мемы. Вот это действительно интересно. Ты человек контента, ты примочка к своему ролику, ты не являешься его стержнем, ты не образователь мнений, скажем так. Уясни это. А когда ты начинаешь хейтить меня, ты выглядишь как просто тот же самый Коля Хейтер. Единственное, собственное, уникальное творение, которое сделал от начала и до конца, придумал, записал и снял. Вы все уже понимаете, о чем это. Песня «Дима, не ссы». Она не такая уж дерьмовая, я вам скажу. Коля его просто скрыл. И это унизительно. Тебе стыдно стало, Коля, или ты побоялся, что люди будут отписываться, или тебе надоели бесчисленные Коля Хейтер, да тем самым только подстрекаешь людей к этому. Но это очень глупый поступок. Самое ужасное, что могло с тобой произойти, это не 12-миллионный ролик про тебя, а удаление видеоответа на этот ролик. Коль, ты слишком труслив для уникальности. Перестань. Хватит меня хейтить. Мне не то, чтобы это бомбит меня, мне противно смотреть на тебя. Будь с ней всегда. Да, Навсегда. классно, не правда ли? Я Класс. тебе желаю сейчас. Вот так. В общем, на деле, Коля, ты всего лишь мальчишка, который начитался Стивена Кови и живущий по 7 принципам успешных людей. Коля, я умоляю тебя, отстань от меня и займись уже делом, у тебя все получится. Пока что ты Коля Хейтер. Всем пока. Все? Да? Да. Давай, удачи тебе. Так, сняли? Да? Все. Теперь домой. Все, поздно спать. Давай. Пока. До свидос.